Что делает бабуинов грозой джунглей? Какое у них социальное распределение в стае? Как они заботятся о своем потомстве? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете в данном ролике. Сегодня я расскажу вам о самых опасных животных саванны – бабуинах. Бабуины. Бабуинами называют обезьян из рода павианов, также они получили название обезьяна с головой собаки. Это прозвище им было дано за то, что их череп по строению похож на собачий. Однако больше ничего общего у лучшего друга человека и этого животного нет. Бабуины являются одними из крупнейших приматов и живут на Земле уже 2 миллиона лет. Бабуины отличаются друг от друга по размеру и весу. Так, самая маленькая особь может достигать 20 дюймов в длину и весить 30 центов, а самая большая будет 47 дюймов в длину и иметь вес 88 фунтов. У бабуинов довольно длинные морды, мощные челюсти, заполненные острыми клыками и близко посаженные глаза. На их мордах нет шерсти, однако остальное тело ею густо покрыто. Бабуин имеет весьма короткий хвост и седалищные мозоли. Так называют залысины на ягодицах животных. Они служат для удобства при сидении. У этих обезьян ярко выражен половой диморфизм. Размер самцов значительно больше, а еще у них длиннее клыки. Они ведут преимущественно дневной образ жизни и передвигаются по земле и деревьям. Ночью взбираются как можно выше, чтобы избежать неожиданного нападения хищника. Бабуины едят все, что возможно, начиная от фруктов, заканчивая животными, а чаще всего на них нападают крокодилы, гиены и львы. Проживают эти шерстяные охотники по всей территории Северной и Восточной Африки. Там они постоянно находятся в поисках пищи, поэтому постоянно путешествуют. Территория одной стаи таких обезьянок может доходить до 9 квадратных миль. В стаю может входить от 80 до 200 особей. Иногда стаи могут сливаться, но потом обязательно расходятся. Несмотря на свой слегка неуклюжий вид, бабуины очень быстро двигаются. Своей проворностью и агрессивностью они могут удерживать в страхе окружающих их животных. Если эти обезьяны селятся рядом с людьми, то могут их обворовывать и даже нападать, если сочтут, что находятся в опасности. Выделяют 6 видов бабуинов. Давайте рассмотрим сходство и различия между ними. Первый – бабуин чакма или капский павиан. Является одним из самых крупных представителей своего вида. Обитает преимущественно в Южной Африке. Его длина может достигать 45 дюймов, а вес 99 фунтов. Взрослая самка обычно вдвое меньше самца. Окраска у этих обезьян в основном темно-коричневая или серая. Отличительной чертой является длинная, опущенная вниз морда. Клыки у капских павианов достигают длины от 0,12 до 1,52 дюйма. Но в течение жизни они сильно изнашиваются и ломаются. Этот вид довольно спокойный и убегает при виде людей, однако сейчас они находятся под большим давлением. Участились случаи, когда бабуины чакма вынуждены были нападать, чтобы защититься. Также известен случай, когда такой бабуин убил человеческого младенца. Но люди тогда списали все на колдовство и дело закрыли. Эти обезьяны известны своими родительскими качествами. Когда у малыша чакма пропадает или погибает мать, его усыновляют другие члены стаи. Теперь давайте обсудим гвинейского бабуина. Эти обезьяны занимают небольшую территорию в Западной Африке. Чаще всего они живут в сухих лесах, кустарниковых саваннах или степях. Шерсть этого бабуина имеет преимущественно красновато-коричневый окрас, за исключением черной морды. Также отличительной чертой вида является небольшая грива и хвост, который обезьяна всегда держит дугой. Конечности павиана хорошо приспособлены для долгого пешего путешествия по саванне. Но размеры гвинейского бабуина очень маленькие, вес всего 57 футов. Это очень общительное животное, которое издает в разговоре различные звуки, использует мимику и активно жестикулирует. Помимо этого, у него есть определенный звук, который предназначен для нападающего на стаю хищника. Еще одной отличительной особенностью этого вида является то, что самки и самцы могут сбиваться в группы по половому признаку и спокойно сотрудничать в этой группе. По мнению ученых, такое поведение делает гвинейского бабуина максимально приближенным к предкам людей. Из-за крохотного ареала обитания этот павиан классифицируется как находящийся под угрозой. Бабуин гамадрила является самым северным представителем павианов, обитающим на Африканском роге. Этот вид играл роль священного животного у египтян, оттого и получил еще одно название – священный павиан. У этих обезьян есть характерная отличительная черта – наличие белой гривы, но только у самцов. Самки ее полностью лишены. Сама расцветка у этих бабуинов довольно светлая, а размер средний. Еще одно важное отличие – молодые самцы этих павианов не покидают родную стаю, а остаются в ней до конца жизни. У бабуинов гамадрила строгий матриархат. Бабуин кинда раньше считался подвидом желтого павиана, но теперь выделился как отдельный вид.
Он имеет золотисто-серую окраску, худощавое телосложение и длинную шерсть. Это самый маленький вид бабуинов. Взрослые самцы едва достигают по размерам самок других видов павианов. У них более короткая морда и розовые круги у глаз. Их детеныши рождаются с абсолютно белой шерстью и темнеют со временем, что тоже отличает бабуинов кинда от всех других. И половой диморфизм у этого вида выражен очень слабо. Эти павианы очень миролюбивы в стаях и редко устраивают серьезные битвы. Оливковый бабуин получил свое название благодаря зеленоватой шерсти. Они считаются очень крупными павианами с выраженным половым диморфизмом. Они очень распространены в центральной части Африки. У самок в стаях очень четкий статус. Жены альфа-самцов рожают лучших детенышей, которые быстрее растут, становятся очень сильными и выносливыми. Однако у самок очень часто случаются выкидыши, а также они отличаются низкой фертильностью. Ученые пришли к выводу, что это происходит из-за стресса. Самки боятся потерять свой статус так сильно, что это отражается на их здоровье. У оливковых бабуинов развита демократия в выборе пути. Обезьяны с большей вероятностью пойдут за тем, за кем искренне захотят, а не за альфа-самцом. Желтые бабуины широко распространены в редколесьях Африки. Они относятся к павианам среднего размера, однако их продолжительность жизни на несколько лет короче, чем у прочих обезьян. Этот вид известен тем, что научился сглаживать конфликты, используя своих детенышей. Иногда, когда на самца пытается напасть другой самец, он берет у самки своего детеныша и демонстрирует его сопернику. В этом случае конфликт сразу считается исчерпанным. Обычно бабуины живут в степях и саваннах, очень не любят горы, однако их можно встретить и там, если они найдут неподалеку хороший водопой. Также они любят селиться рядом с людьми, потому что там много еды. Они устраивают набеги на сельскохозяйственные поля и фермы. Также целой стаей они могут устроить набег на деревню и обокрасть всех до нитки. Бабуины всегда живут стаями. Если вам удастся встретить где-то одинокого животного, то знайте, его наказали. И такое изгнание для бабуина будет хуже смерти, потому что эти животные не любят и не могут жить одни. Семья для бабуинов главное, как и стая. Каждая особь из стаи будет защищать сородича даже ценой своей жизни. Более того, эти обезьяны точно помнят своих родственников и поддерживают с ними связь. Животные всегда ищут пропитание и охотятся вместе. Если они пришли в хорошее место, где много еды, но вдруг одна обезьяна захотела уйти, то за ней уйдет вся стая. Передвигается по саванне стая очень организованно. Спереди и сзади идут сильные самцы, которые в случае опасности будут оберегать стаю. В самом центре самки с маленькими детьми. Их охраняют еще молодые самцы, у которых мало опыта в бою. А возглавляет стаю один или несколько альфа-самцов. Их задача предупреждать об опасности и направлять. При нападении врага стая перегруппировывается, самки встают назад, а самые сильные самцы вперед в линию. Как только хищник приближается, самки с детенышами разбегаются в разные стороны, дезориентируя врага, а самцы отбивают нападение, либо тоже уходят, когда убедятся, что остальные в безопасности. Если в ходе этого кого-то из них ранили, стая его оставляет. Бабуины точно знают, что теперь раненый ничем не поможет стае, а она не поможет ему. В одиночестве бабуин и встретит свою смерть. Также эти обезьяны предпочитают жить рядом с антилопами или другими парнокопытными. У них очень тонкое чутье, так что при малейшем признаке появления хищника стадо мигом убежит. Тогда начнут убегать и бабуины, чтобы обезопасить себя. Но и приматы крайне полезны для антилоп. Когда приближается хищник, они начинают громко кричать, привлекая внимание стада и призывая спасаться. Когда все дела стаи сделаны, они поели, напились воды и находятся в безопасности, приходит время отдыха. В этот период бабуины занимаются чисткой шерсти себе и товарищам. Причем, чем выше авторитет животного в стае, тем больше сородичей придет ему на помощь. Если вожак стаи прилег отдохнуть, к нему тут же бегут самки и начинают очищать его шерсть от паразитов. Как только с его шерстью будет покончено, наступает очередь его главных жен, а затем их детей. Уже после них начинает чистку, и остальная стая произвольно помогает друг другу. Такие процедуры не только полезны для этих пушистиков, но и приносят им огромное удовольствие. Если понаблюдать за стаей во время чистки, то можно заметить, что некоторые из них закрывают глаза от удовольствия, а другие и вовсе засыпают. Но также эта процедура крайне полезна для здоровья животных и скрашивает их досуг. Чтобы спокойно пережить ночь, стая взбирается на самые высокие деревья. Так они укрываются от хищников. А от ночного холода им помогают спастись семейные узы. Каждая обезьяна ночью возвращается к своим ближайшим родственникам, так они и засыпают, обнимая друг друга. С рассветом стая спускается с деревьев и продолжает свой путь. Несмотря на то, что стая очень дружна и каждый
ее член готов отдать жизнь за другого, часто происходят драки между самками. Они борются за еду или социальный статус в стае, а иногда за уважение или авторитет. Дети являются главной ценностью семьи. Они постоянно находятся под присмотром взрослых, и их старательно обучают и хорошо кормят. Самые маленькие детеныши всегда находятся с матерями. Они держатся за шерстку самки, пока та занимается своими обычными делами. При нападении хищника самок с детьми всегда пропускают вперед, чтобы они успели укрыться на деревьях. Если в стае возникает конфликт, то никто не имеет права нападать на самку, у которой на руках детеныш. У бабуинов довольно интересные отношения в парах. Эти животные могут быть как полигамными, так и моногамными. А могут создавать пары, в которых партнеры никогда не будут спариваться, но будут уважительно и доверительно относиться друг к другу. Но часто пара, где самка начинается спариваться с другим, распадается. Так она повышает свой социальный статус, получая больше привилегий. Для самцов в стае тоже очень важен социальный статус. Во время периода спаривания каждый из них пытается показать себя перед самкой с наилучшей стороны. Они доказывают свою силу и ловкость, демонстрируют, на что способны. В общем, стараются изо всех сил. Однако в стае наиболее предпочтительно для самок спариваться с альфа-самцами. Их обычно несколько, и именно им достаются 70-80% самок. Да и в целом, самка не вправе отказать вожаку стаи. У его помощников тоже много привилегий, но им самки могут дать отворот-поворот. Но не стоит думать, что все так трагично и в стаях нет настоящих историй любви. 10-15% пар живут вместе всю жизнь. Беременность самки продолжается 6 месяцев. Рожают они одного, крайне редко, 2 детенышей. Новорожденные бабуины имеют черную шерстку, которая со временем выцветает и становится желтоватой. Только тогда его признают взрослым представителем стаи. Обычно это происходит только через 5-8 лет. Самых маленьких представителей стаи запрещено оставлять одних. Если рядом нет матери, то за ними приглядывают более взрослые члены стаи. Часто после родов обезьянки погибают, но матери продолжают ходить с ними на руках еще несколько дней. Они до последнего отрицают, что их ребенок умер, и не хотят с ним расставаться. Повзрослевшие дети либо покидают стаю, либо остаются в ней и дальше до конца жизни. Чаще всего уходят именно молодые самцы. Им крайне сильно хочется завоевать себе превосходство, а в своей стае они этого добиться не могут. Тогда они ищут для себя новую стаю и вливаются туда, причем методы у них весьма интригующие. Молодые самцы испробуют все, чтобы получить место в стае. Они могут подхалимничать, захватывать власть силой или попытаться соблазнить самку, чтобы пробраться в стаю за ее счет. Самец втирается к ней в доверие, вычесывает ей шерстку, приносит подарки, знакомится с ее семьей. Но как только бабуин добился цели, он бросит наивную самку, а сам продолжит развиваться в стае. Однако также с новеньким самцом может поступить и самка. Молодой самец может попробовать захватить власть сразу, напав на альфа-самца, но тут ему необходимо учесть, что альфа-самец в стае никогда не бывает один. Их всегда несколько, и друг за друга они стоят горой. Если кто-то нападет на одного, то к драке сразу подключатся остальные. Из такого боя молодому и неопытному самцу уже не выйти живым. Молодые самки, в свою очередь, часто не покидают стаи, навсегда оставаясь в ее рядах. Бабуин значительно меньше орангутанга или гориллы, но они наводят страх почти на каждого, с кем проживают рядом. Не каждый лев отважится напасть на этого пушистика, потому что результат битвы не понравится царю зверей. Даже люди стараются избегать стаи этих обезьян и не приближаться к ним, потому что бабуины очень легко могут напасть. Чего только стоят их острые и длинные клыки. Им могут позавидовать даже охотничьи псы. Их эти пушистые охотники не боятся применять в бою как для защиты стаи, так и для защиты своих интересов. Но их главная сила заключается далеко не в этом. В одиночку небольшое животное, скорее всего, не сможет защитить себя от гепарда или льва. Но представьте, что таких небольших, но клыкастых обезьян собралось 80 или даже 200. Представили? А вот львам, гепардам и гиенам такое представлять не нужно. Они пусть и охотятся на бабуинов, но стараются делать это очень осторожно, ведь понимают, что если не уйдут с добычей быстро, то могут получить серьезные ранения. Бабуины всегда ведут себя крайне самоуверенно и бесстрашно. Сельские жители Африки прекрасно знают, что к ним лучше не приближаться, потому что не всякий сильный и крепкий мужчина сможет справиться с тем, что устроят бабуины в случае нападения. Множество раз были зафиксированы случаи, когда бабуины нападали на людей. Причем почти каждый из них заканчивается тем, что человек обращается с серьезными ранами в больницу. Опасность заключается не только в травмах, но и в инфекциях, которые эти животные могут занести в организм человека через укус.
Часто жертвами бабуинов становятся фермеры, которые пытаются остановить набег стаи на свои поля. Но не только люди становятся жертвами жестокости этих обезьян, даже львы страдают. Причем они могут не приближаться к стае, она сама найдет себе приключений. Иногда бабуины просто врываются в прайд и крадут оттуда львят. Если кто-то окажет им сопротивление, то будет безжалостно убит. Единственные, кто может преградить им путь — львицы, но и там без крови не обойдется. Даже пара самок не остановит разбушевавшуюся стаю. Причем не только другие животные страдают из-за нападок бабуинов. Они устраивают настоящие буйства и драки в собственных семьях. Лидирующие самцы могут убить детенышей конкурентов, глазом не моргнув. Но есть и обратный пример. Однажды в стае, которая находилась под наблюдением, погибли все доминирующие самцы. Они повадились ходить к мусорным бакам в ближайший городок. Там что-то съели и отравились. После смерти сильных, но кровожадных самцов им на смену пришли дружелюбные и милые особи, которые прежде не проявляли агрессии. В результате их правление мироустройства стаи изменилось. Жизнь стала протекать куда более спокойно, а новые самцы, которые прибывали в стаю, принимали местные условия беспрекословно. В итоге ученые смогли выяснить, что не тяжелая жизнь делает альфа-самцов агрессивными, а сам их характер. Бабуины – удивительные животные, обладающие ярко выраженным социальным поведением и выдающимися адаптационными способностями. Их жизнь в стае, способы общения и взаимодействия с окружающей средой раскрывают множество аспектов их интеллекта и общественной структуры. Надеюсь, что это видео дало вам новые знания о бабуинах и их жизни. Оставляйте свои мнения в комментариях. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить наши новые выпуски о мире дикой природы.